так как нет никакой надежды, чтобы кто-либо из современных архитекторов оказался в состоянии сделать хоть что-либо подобное, то ли по причине падения архитектуры с больших высот, то ли за неимением меценатов этого благороднейшего искусства, что подтверждается отсутствием построек, подобных форуму Нервы, Колизею или дворцу Нерона, и еще тем, что ни у князей, ни у богачей незаметно никакой склонности к крупным расходам, у меня, как у любого современного архитектора, не остается иного выхода, как выражать свои архитектурные идеи лишь одними рисунками. Сожаление о неспособности человека создать то, из чего архитектурно состоял так называемый Древний Рим, подстегнули Пиранези к тому, что помимо документирования в гравюрах важной исторической архитектурной информации, он переходил на жанр фантазий. Помимо так называемых темниц, сознание мастера в коротких промежутках времени между экспедициями генерировало архитектурные образы, которые физически были подвластны предыдущей цивилизации и недосягаемы нашей. Так все же где находится тот мир, который вдохновлял древних мастеров на создание того величия, на осколках которого человечество, надувая щеки, пытается реализовать свои способности? В настоящее время существует несколько теорий и множество версий происхождения человека. Споры на данную тему не утихают до сих пор. С развитием науки определенный круг ученых указывает на то, что человек не приспособлен к земным условиям. Мы отгородились от природы и с развитием нашей цивилизации все больше отдаляемся от нее. На это я указывал в прошлой части фильма. Но почему так происходит? Может потому, что в нас заложена генетическая информация существ, которые проживают в иной среде обитания? В одной из своих книг американский ученый Элис Сильвер указывает на то, что люди не являются коренными народами Земли. Земля более или менее отвечала нашим основным потребностям как вида, но она была не настолько идеальна, как первоначально думали те, кто привел нас сюда. Пишет в своей книге доктор Элис Сильвер. По его мнению, некоторые хронические заболевания, которыми страдают люди, например, такие как боль в спине, могут быть очень важным признаком, который указывает на то, что люди могли развиваться в мире с низкой гравитацией. Также он пишет о ряде других недоработках при создании человека, таких как относительно большая голова младенцев, из-за которой женщинам трудно рожать. В прошлом это часто было фатальным как для матери, так и для плода. Кроме этого, у человека современной наукой обнаружено 223 дополнительных гена, которые не были обнаружены ни у одного другого вида. Но еще у нас нет волосяного покрова, который спасет от холода, а наша кожа чувствительна к лучам солнца. Наш кишечник не приспособлен к сырой необработанной пище. По мнению ученого, в человеческом виде есть аномалии и многие скрытые связи в ДНК, которые могут указывать на то, что мы являемся созданным видом. Как сделать так, чтобы важная в нашем случае сакральная информация была надежно спрятана от глаз человека? Правильно, эту информацию необходимо поместить в самое видное место, но расставить акценты таким образом, что скрываемую информацию можно будет уловить не с первого раза.
подобные простые методы применены у Пиранези. Мы уже много посмотрели и разобрали, но теперь пора поставить точку и попытаться ответить на вопросы, каковы мотивы в грубой фальсификации истории прошлого. Для начала необходимо посмотреть на ряд гравюр, некоторые из которых уже мелькали в моих ранних работах. Вроде бы все ничего, но что-то не так в том, что изображено в работах мастера. Количество людей, их позы, одежда, поведение – все это указывает на общие ассоциации, подобно тому, будто цыплят, выращенных в инкубаторе, выпустили во внешний мир, в котором произошла некая перезагрузка. Вдумчиво глядя на гравюры Пиранези, без труда можно увидеть то ли последствия масштабного катаклизма, я говорю о значительном наносе грунта или глины, то ли воздействие на древние сооружения некой внешней силы. Вероятно, что было и то, и другое. Так или иначе, очевидны следы целенаправленного разрушения инфраструктуры. Выходит, что историки нам не то, чтобы что-то не договаривают, они намеренно не говорят о том масштабном событии, которое зашифровано в гравюрах корпорации Пиранези. Отсюда вывод напрашивается сам собой. История фальсифицируется потому, что мы живем в чужом мире. Он не принадлежал нам никогда, не принадлежит и сейчас. Есть третья сила, которая со стороны разыгрывает весь этот спектакль. Можно долго рассуждать об устройстве мира, но с уверенностью можно говорить, что истина скрыта от нас с целью эффективно управлять поведением человечества. Об этом я говорил, и к этому мы вернемся чуть позже. Давайте посмотрим, кому принадлежал так называемый Древний Рим. На многих гравюрах, изображающих изучение останков предыдущей цивилизации некой группой, в которую входил Пиранези, можно заметить, на первый взгляд, неприметный, но очень интересный факт. Помните, я вначале сказал про то, как спрятать информацию? Мы видим в составе экспедиции изнеможденного человека, постоянно находящегося в неестественной позе. Вроде ничего примечательного, но... Давайте обратимся к витрувианскому человеку, он нам поможет понять кое-что очень важное. Но кто это? Это представитель той цивилизации, которой принадлежат останки мегалитических сооружений. Это проводник. И на гравюрах великаны не просто так вынесены на первый план. Человек при предыдущей цивилизации выполнял роль некоего гастарбайтера, а представители богов правили администрацией. Мы все помним фразу «Ваше Величество». Становится понятно, как Пиранези смог изобразить то, что скрывается от человеческих глаз. Как он смог описать технологии строительства. Наличие компетентного проводника дает жизнь версии получения определенной строительной документации и других архивов, содержимое которое было перенесено впоследствии на гравюры. Даже в тех своих работах Пиранези нам намекал на кое-какие детали. Но
Or does it exist in one particular place? You could say that it is an optical phenomenon that only appears when the atmospheric conditions are just right. And so is the sunlight. It is also dependent on the viewer's position that should be in this one particular place. It isn't something divine or angelic, but its appearance can be truly and utterly breathtaking. And some would say that it is borderline magical. Зададим себе основной вопрос. Куда подевались представители предыдущей цивилизации? Где те, кто проектировал и строил мегалитические сооружения на Земле? Где те господа, представители богов, которым служило человечество? Есть сторонники инопланетной теории, которые предполагают некую эвакуацию на другую планету. Возможно, однако мир гораздо рациональнее, чем мы думаем. Что ж, начнем и раскроем теперь ряд основных тем, которые на первый взгляд кажутся фантастикой и ломают сложившиеся человеческие стереотипы, опровергающие географию и геологию Земли. В начале 20 века в молодой Советской Республике было положено начало истории, которая оказала, не побоюсь этого слова, огромное влияние на ход событий современности. В 1925 году по указанию председателя ОГПУ в Тибет прибыл некто Яков Блюмкин. От лица советского правительства он пообещал Далай-ламе XIII предоставить золотой кредит и оружие. Взамен он потребовал показать ему, какие сокровенные сведения хранятся в подземельях во дворце Патала и Лхасе. Блюмкину было показано несколько сокровищниц и оружие древних цивилизаций, о чем тот в последующем рассказал лично Льву Троцкому, когда встречался с ним нелегально на Кипре в 1929 году. Яков Блюмкин был очень неоднозначным человеком, вероятно, работавшим сразу на несколько военных разведок. В 1929 году он, получив вознаграждение 2,5 миллиона американских долларов, передал германской военной разведке важные государственные секреты, ставшие ему известными по линии работы и командировки в Тибет 1925 года, за что он и был расстрелян в 1929 году. Переданные сведения положили начало мощному толчку в создании новой структуры в Германии. В 1935 году по личному указанию Адольфа Гитлера была создана научная организация Ананербе. С 1938 года все научные исследования в Германии проводились под контролем научного отдела СС Ананербе. Штат этой организации включал в себя выдающихся немецких ученых. В период 1937 по 1938 год ученые из Ананербе осуществили ряд научных исследовательских экспедиций в Гималаи и Тибет в поисках старинных артефактов, свидетельствующих о существовании внеземных цивилизаций, которые управляли ходом человеческой эволюции. Также Ананербе осуществлялся поиск так называемой Шамбалы, город богов. В этом направлении было задействовано около 7 тысяч человек, известных археологов, антропологов, биологов, генетиков, историков и прочих. В 1938 году на основании полученных сведений экспедиции в Тибете, в Трансгималаях, германское правительство снаряжает экспедицию для исследования подводного шельфа Антарктиды в районах Земли Королевы Мод. По картам, которые немецкие исследователи получили в Тибете,
В результате этих исследований специалисты Ананербе совместно с военно-морскими силами Германии проникают в полость Земли, сокрытую под льдами Антарктиды, где в период 1944 года германским правительством была создана военная морская база, построен город под названием Новый Берлин. 11 июня 1945 года сотрудниками контрразведки СМЕРШ 70-го стрелкового корпуса в здании штаба ВМФ Германии были обнаружены карты прохождения морских глубин с грифом «Только для капитанов подводных лодок А-класса зондерконвоя фюрера» в количестве 38 штук. Как следовало из перевода текста конструкции на карте, речь шла о прохождении подводных коридоров для входа в так называемую Агарту, сокрытую подо льдами Антарктиды. Этот район фюрер назвал Новой Швабией. Речь идет о территориях, скрытых в полости Земли, с такими же городами и континентами, океанами пресной воды, внутренним солнцем, вокруг которого происходит вращение Земли. Также в сентябре 1945 года сотрудниками контрразведки СМЕРШ в городе Пирна под Дрезденом были найдены и в последующем привезены в СССР весьма интересные документы, на которые указал в свое время руководитель лаборатории Андроген Савельев. Эти удивительные сведения и знания были привезены немецкими этнографическими экспедициями из Тибета. На основе данных сведений готовился доклад для очень влиятельных политиков Советского Союза. В описательной части тезисно описывался и механизм зарождения самой Земли, жизни на Земле и ее развитии, кто повлиял на развитие жизни на Земле, какие были цивилизации и так далее. Надо понимать, что приведенное описание мироустройства коренным образом расходится с тем, как нам преподносится официальной наукой. Так, согласно данным, полученным из Тибета, 5 миллиардов 500 миллионов лет назад на Земле завершилось формирование гранитной коры. 1 миллиард 900 миллионов лет назад в жизни Земли произошли значительные события. В результате непрерывно охлаждающейся внешней гранитной оболочки Земли и ускорения ее вращения. При движении по орбите вокруг Солнца произошел отрыв гранитной коры от внутреннего термоядерного ядра. При отрыве ядро стало вращаться в противоположном направлении от внешней оболочки Земли шара, в результате чего внутри планеты образовалась гигантская сферическая полость. Последующим стала внутренняя атмосфера Земли, а вокруг Земли, так же как и внутри, сформировался электромагнитный купол, ставший защитой внешней и внутренней биосферы от смертельных космических лучей и солнечного ветра. Северный и южный полюсы стали магнитными, а внутри планеты сформировались восточный электрический отрицательный полюс и западный положительный. В предыдущей части фильма под названием «Тонкий мир» мы коснулись такого культового и загадочного строения, как Римский пантеон. В фильме я намеренно визуально указал на свое видение, для чего именно так возведено древними или не очень древними строителями данное сооружение. Также говорилось об имитации некоего другого мира. Цивилизация богов оставила, на мой взгляд, достаточное количество подсказок, которые нам еще предстоит понять со временем. И Пиранези также об этом знал. Давайте немного разберемся кое в чем, ведь оставленные подсказки обусловлены функционалом и предназначением сооружения.
Чем он является на самом деле, мы скоро предположим. Однако, на мой взгляд, отнесение классификации данного сооружения как религиозного была выполнена с целью выстраивания современной системы управления человечеством путем фальсификации исторических событий. Иными словами, реальное предназначение пантеона и строение мира не встраивались в канву создаваемой концепции современного человечества. Как пантеон связан с реальным устройством Земли, я покажу далее. Нам достоверно неизвестно, кто спроектировал пантеон. Достоверно также неизвестно время его строительства и технология возведения купола. Большинство учебников и веб-сайтов уверенно датируют постройку пантеона периодом правления императора Адриана и описывают его назначение как храм всех богов. Вспоминая первую часть фильма о замке Святого Ангела, я там поставил под вопрос фактическое предназначение сооружения, которое трактуется официальной историей как мавзолей. Также касаясь пантеона. Некоторые современные ученые утверждают, что многие знания и детали, касаемые ряда аспектов происхождения конструкции и значения пантеона, мягко говоря, менее достоверны, чем мы думали. Пропорции данного сооружения таковы, что диаметр купола и высота ротонды, образующие внутреннее пространство пантеона, способны вместить полую сферу. В центре купола размещено загадочное отверстие под названием «Окулюс». Данное архитектурное решение применено не просто так, ведь строение и функционал пантеона имеет непосредственное отношение к рассматриваемой теме. Давайте вернемся к работам Пиранези. Нас интересует изображение пантеона в различных проекциях. Чтобы сложить общую картину из доверенной информации, необходимо детальнее разобрать проекцию пантеона сверху. Помимо того, что на данной гравюре можно детально рассмотреть все, что касается размеров, расстояния, углов, обращают на себя внимание плиты, которыми выложен пол ротонды пантеона. Кстати говоря, плиты до сих пор не имеют признаков изношенности, несмотря на свой почтенный возраст и огромное количество туристов, передвигающихся по ним. Мы видим два вида плит, изображающими окружность, вписанную в квадрат, и квадрат, вписанный в другой квадрат. Окружность физически выполнена из порфира красного цвета. Плиты уложены таким образом, что задается определенная закономерность внутри ротонды пантеона. Таким образом задается кодировка некой системы координат, которая четко изображает центр и определенные направления. Чтобы раскрыть эту систему координат, необходимо сориентироваться относительно сторон света. Это нетрудно. Мы видим, что пантеон сориентирован строго на географический север. Это подтверждает тот факт, что ось пантеона совпадает с осью строения, носящего название Мавзолей Августа, через который проходит ось юг-север. Таким образом, три рядом стоящие сооружения, включая замок Сан-Анджело, который также сориентирован на север, образуют некий треугольник. Но к этому мы вернемся чуть позже. А теперь обратимся к информации, которая была добыта немецкими экспедициями в Тибете. Наложив структурную схему полой Земли на проекцию пантеона, я открыл для себя удивительные вещи. Добро пожаловать в мир всех богов. Все, что было оставлено в камне, загадочные растения и животные, это имитация их мира. Вы спросите, для чего это делалось? Для чего пантеон был спроектирован именно так? Многие античные сооружения, по названным ранее причинам, относились современной наукой к храмовым.
Однако надо отдавать себе отчет, что строить такого рода сооружения могла только высокоразвитая и высокообразованная цивилизация. И глядя на уровень проектирования и исполнения тех артефактов, которые дожили до нашего времени, а также изображены на гравюрах, невольно задаешь себе вопрос, а где среди всех этих храмов, гробниц и прочих элементов так называемой языческой культуры университеты, где готовили таких инженеров, которые могли проектировать сооружения, подобные пантеону? Где все конструкторские бюро, где заводы или научно-производственные центры? Но для современной науки это все неудобные вопросы, и сами знаете почему. Поэтому для современного человечества это лишь храмы, гробницы, термы и так далее. Чем является пантеон в действительности? Имитация внутренней полости Земли наводит на мысль некой лаборатории. Каким образом были связаны пантеон, мавзолей Адриана с его фантастическим фундаментом и мавзолей Августа, который наверняка имеет аналогичную подземную конструкцию? Почему строения этого комплекса сориентированы строго на географический север? Применение гироскопов? Как видите, вопросов с каждым разом все больше. Раскрываемые темы лишь подчеркивают, что мы со своим уровнем развития и принципами построения цивилизации не способны даже близко приблизиться к тому идеальному миру. И этот мир существует рядом с нами, но нас туда не допустят, пока мы, люди, не изменимся. И теперь для человечества это всего лишь утопия.